Привет всем нефалемы! Blizzard в ходе события Xbox Game Showcase показали нам и рассказали об очередном апдейте про Diablo 4. И что самое главное, они показали нам нового персонажа, которому я, кстати, вообще не удивился, потому что это некромант. Поэтому, если вы еще не ознакомливались с этими материалами, давайте я вам вкратце расскажу про все подробности этой обновы. Поэтому, let's go, поехали! И начну я, друзья, с того, что, как я и ожидал, как я и говорил в предыдущих своих роликах, что Diablo 4 выйдет в 2023 году. Но, что я хотел бы выделить, это то, что она будет с функциями кроссплатформенной игры и общего прогресса на всех платформах. Вы прикиньте, вы сможете играть со всеми игроками со всех платформ. Но это имба, согласитесь же. Теперь давайте вкратце я вам расскажу про обновы с первого источника, друзья. Что хочется упомянуть и рассказать, это про персонализацию. Мы сможем максимально под себя кастомизировать персонажа, что внешне, что по скиллам. Также следует упомянуть про открытый мир, но я делал также свои ролики предыдущие про все эти нюансы, про открытый мир, кастомизацию и все остальное. Поэтому на этом я не хотел бы, чтобы мы с вами останавливались и пойти дальше. Также здесь у нас есть система для социального взаимодействия. Я думаю, не стоит вам объяснять и вообще, что это будет и как это будет. Тут, в принципе, все и так понятно. И еще контент для персонажей максимального уровня. Ну, это все, в принципе, плюс-минус то, что было в третьей части. То есть, после прохождения самой сюжетки вы сможете настраивать дальше сложности кошмар, кошмар 1 и все остальное. По этим обновам, в принципе, все. Опять же, кому мало, ребят, про панель совершенствования, открытый мир, про кастомизацию я рассказывал в своих прошлых роликах, поэтому, если что, по подсказочке можете заценить, либо в конце ролика тоже будут у вас подсказки. Let's go, come on, смотрите и пользуйтесь. Давайте перейдем все-таки к нашему персонажу, а именно к некроманту, и посмотрим трейлер. Сейчас я обращаюсь к тем, кто слышит более темный зов. Те, кто достаточно смел, чтобы пересечь черту греха ради более глубокого знания, то последует за неутомимым стремлением, рожденным кровью и костями, чтобы открыть запретные тайны и гнуснейшие черные ритуалы, вызывающие жизнь из смерти. Чтобы по-настоящему ощутить эту силу, вы должны принести ее в мир. Но вы будете отвергнуты, презираемы, отмечены как живая жертва этому нечестивому знанию. Ты будешь жрецом Ратмы, некромант. И ты не будешь противостоять тьме в одиночку. Мы, говорящие мертвые, а мертвые не знают пощады. Вау, ну, понятное дело, трейлеры они, конечно же, умеют делать, и у меня реально аж мурашки были по коже, ребят, ну, очень имбово. Но вот мне интересно,
Давайте посмотрим все-таки, а в игре это тоже будет настолько имба, насколько вот они показали. Здесь, как вы видите, показывают, что некромант сможет юзать все виды оружия. Но и он единственный персонаж, кто сможет одевать косу. Но это и логично. Ну и всякая красивая кастомизация, чтобы мы тут поофигевали от такой красоты. Далее на максимальной сложности игры нам будет доступно 4 стиля игры. Кости, тьма, кровь и армия нежити. Это, я так понимаю, наподобие, как в третьей части сеты были. Ну, да ладно, давайте посмотрим подробнее, что там. Как вы видите сейчас на видео, он кастует костяную тюрьму. И потом пускает костяного духа, который расходует полную эссенцию. И тем самым наносит огромный урон, который зависит от физы. Который в свою очередь увеличивает критический урон. Я думаю, как раз такая механика будет больше подходить для пуша порталов с собиранием трэша. Дальше. Тьма. Эти умения используют темную магию для натиска. Вот типа, вот этот распад, базовое умение. В третьей части оно называлось вампиризм. Оно накапливает эссенцию. А вот это умение тлен, который будет проклинать и наносить периодический урон. Дальше давайте посмотрим кровь, что там показали. Вот сейчас вы видите кровавый туман. Это аналог кровавого рывка с третьей части, но смотрится имбовей. Вау, а это уже волнение крови. В третьей части он назывался Кольцо Смерти. Ну и последнее, ребят, армия нежити и книга мертвых. Я думаю, к этому разделу нужно посвятить больше всего времени, потому что некромант-призыватель — это куча вариантов развития. Сейчас я постараюсь вкратце вам рассказать про все аспекты. Во-первых, вы можете тупо сосредоточиться на том, чтобы просто призывать себе армию нежити, которая состоит из разных видов скелетов и голема. Одно из преимуществ этого стиля игры — это возможность легко комбинировать его с умением костей, тьмы и крови, что открывает вам большой простор для самых разных стратегий. Это даст вам возможность хорошо комбинировать, к примеру, с магией тьмы или костяными копьями по старинке. В общем, тестировать будет что. Во-вторых, будет книга мертвых. Я сейчас вам покажу на примере с первоисточника, чтобы вам понятнее было. Там будут все скиллы для скелетов, воинов, магов и голема. Для каждого из них можно выбрать одну из 3 специализаций. К примеру, скелеты смогут быть защитниками, воинами или жнецами. Я думаю, вам не нужно объяснять, кто за что отвечает. И все это можно будет улучшать отдельно для каждой нежити. Так что вариков для развития будет огромное количество. И также, в принципе, все то же самое будет, друзья, и для голема, и для скелетов магов. И подводя итоги после увиденного, пока делать какие-то выводы рано. Но конкретно для меня я увидел только новую графику и анимацию, но те же скиллы, только с другими названиями. Так что конкретно что-то сказать можно будет только после бета-теста. А пока, друзья, на этом все. Если вам было недостаточно, кстати, материала, я размещу ссылку с первоисточником. А также вы сможете просмотреть мои предыдущие ролики, в которых я рассказывал про предыдущие обновы. Поэтому все будет в описании, все будет удобно. Поэтому всем спасибо, друзья. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И цейджен.